Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Всех рада приветствовать. Мира вам, гармонии, благополучия и здоровья крепкого-крепкого обязательно. Так, давайте смотреть сегодня. Просто очень захотелось сделать этот расклад. Я думаю, что вы тоже это поняли, пришли, и сейчас будем смотреть, да? Что вам хотят передать ваши предки? Вот такой вот, именно этот. Почему? Потому что мне даже сон приснился, что кто-то сверху что-то вот передать, пронести хочет, принести, не знаю, вот пронести как будто бы через какую-то затемненность и выйти на свет. Что-то есть. Знаете, вот как рождение, вот как приснилось такое, и я решила, да, надо вот именно вот связаться с духами предков и послушать, что они хотят сказать именно сегодня для вас. Вот. Ну что-то рождение, какое-то рождение идет. Как будто бы как маленький цветочек вот этот из семечка появляется, да, вот как заново расцветает. Кто из вас любит фиалки? Прям вот вижу такой цветок. А ну-ка, сейчас одна карта, а потом скажете, как свое имя проговорите. Рыцарь Пентаклей стоит, что-то долго-долго стояло, что-то долго ждали. И наконец-то начинаете свой ход. Я сейчас... Так, ладно, я возьму колоду, у меня есть колода с кошечками, потому что я вижу кошку, кота, кошку, вот что-то такое. Тоже возьму и задам вопрос. Но сейчас, с самого начала, проговорите свое имя, посмотрим, что карты сегодня про вас расскажут. И, конечно же, обязательно пусть все скажут, что хотят передать вам ваши предки. Выходите, наконец-то выходите из чего-то затруднительного. У кого-то из вас был недавно разговор с мужчиной. Мужчины, если смотрите, немножко перестраивайте на себя, но в основном энергия и информация четко для всех, кто сейчас на этом раскладе. Я чувствую, очень чувствую, как и всегда, здесь ваше энергетическое присутствие. У вас был разговор с мужчиной, с парнем, с мужчиной, мальчиком, не знаю, но что-то вы хотите выяснить, разобрать, может быть, доказать. Но здесь больше как вы с волнением, с какими-то эмоциями говорили. Этот вопрос, этот разговор еще вернется, но карты говорят, будь более спокойным, более спокойно. Больше молчи и слушай, и ты сделаешь по-своему. Вот так карты говорят. Это на всякий случай, просто вот на сегодняшний день, да, что вы должны знать сразу, с начала расклада. Ну что еще карты говорят? Вы человек, который такой свободолюбивый, да, вы любите, иногда покомандовать, так. Подстроиться иногда вы тоже можете, но только в хороших ситуациях, а не в плохих. Вы знаете себе цену, это прекрасно, это вообще супер. У вас, у кого-то из вас либо любимый цвет синий, голубой, вот такое, да, либо глаза голубые, может быть, либо колокольчики голубые любите. Ну, что, не знаю, вот. Кстати, вот что-то в этом роде, как вот эти цветочки. Но я увидела это по картам.
Ну, что-то такое ваше любимое. Может быть, у вас камешки, там подвесочка, браслетик, что-то есть. Вот. Ну, то, что нравится. Знаете, эта информация, да, она дается сейчас для того, чтобы что-то я ухватила. Вам как будто бы надо встать откуда-то. Откуда-то встать. Знаете, если вы себя здесь видите, да, чувствуете, что именно вот для вас карты говорят, будьте аккуратны, вот что я вижу. Не садитесь на холодное в ближайшее, вообще никогда, ну, особенно в ближайшее время. На холодное, на камень, там, не знаю, холодное, какая-то мраморная, может быть, лавочка, ну, как будто камень. На сквозняки не садитесь там, потому что предупреждение я чувствую. Я чувствую предупреждение. Может, когда-то было такое уже, что вы на холодном посидели. Вот будьте внимательны, будьте внимательны. Знаете, вот такое впечатление, что реально встань, встань, пройдись. Вот мне как посыл от этих карт идет: встань, пройдись. Ну, дайте-ка я еще тогда одну. То вот эта карта. Еще одну достану. Ну, королева жезлов. Да, вам надо встать, пройтись. Ну, смотрите сами. Я даже не знаю дальше. Вот королева жезлов, как бы ваши действия, да, ваши действия. Девятка кубков. Люби себя и беспокойся сейчас о себе. А что именно, я, может быть, и не надо мне чисто в мелочи просматривать, да? Вот, туз мечей, реально что-то холодное, что-то неправильное рядышком с вами. Либо будет, будьте аккуратны, либо было, вы уже прошли, но и все равно сейчас, слушайте, давайте так, по справедливости на дне колоды, тем более еще мечевой туз вышел, давайте так, если у вас была простуда, когда-то там что-то болело, действительно, потому что вы посидели на сквозняке или на холодном, сейчас просто встаньте и пройдитесь, и скажите: я больше этого не допущу в своей жизни, пусть оно меня обходит стороной, даже если кто-то будет этому способствовать. Скажите своими словами. Просто пройдитесь и обратно садитесь. Вы как почиститесь от прошлого, чтобы не повторилось, чтобы не усугубилось. Ну вот такое. Либо будьте аккуратны реально, как по картам здесь, на ближайшее время, потому что такая ситуация может вот нечаянно произойти. Допустим, будет в маршрутке окно открыто, и прям на вас будет вот этот сквозняк или ветер, прям вот шея, уши. Будьте аккуратны. Или даже сейчас встаньте и посмотрите, на чем вы сидите. Если все хорошо, опять же, ко мне ничего не придет, я здоров, я счастлив, ну и такое, да, своими словами. Ну, как-то так. Это в самом начале. Я это прочувствовала, я сказала. Я это сказала. Ну, потому что вот даже тут вот такая скамейка, ветерок и меч такой, да, как воткнули. И эта карта тоже. Ну, давайте дальше посмотрим, что еще карты скажут. И что хотят вам передать ваши предки. Вот, возможно, даже именно это уже как от ваших предков. Либо карты сами. Но это обязательная информация. Я ее четко чувствую. Может быть, у вас под сиденьем где-то там ножницы, иголка, не знаю, нож лежит. Будьте аккуратны. Спицы, может быть, да, остренькие. Будьте аккуратны. Ну, как-то так. Ладно, я думаю, вы разберетесь. Карты подсказали. Давайте дальше.
Так. Перемены хорошие идут в вашу жизнь. Обмана было много среди родственников. Больно переживали моменты. Болезненно. Да, были обманы. Вас обманывали. Больнее всего это когда родные. Обман, родные, но и как бы тоже посторонние, но тоже обманывали вот по картам. Вы как будто бы слишком много на себя взяли дел каких-то, не знаю, надо туда, надо это, там заплатить, этого отвезти. В общем, очень много около вас вот этих вот, как же это сказать, как завирушка какая-то, как будто бы запутанные нитки в ваши мысли. Вот что-то типа этого сейчас, как в образе я вижу. Как запутанные нитки, как клубок запутанный, большой клубок. Как будто кошка Вот, я говорю кошка, как будто кошка поиграла. И у вас очень много действительно дел, у вас действительно мыслей, а может так, а когда, вдруг, вот такое вот. Да, иногда забегаете наперед, вместо того, чтобы успокоиться и жить сегодня. Иногда получается нормально все, а потом опять какая-то загвоздочка. Кошка. Что-то есть, как при дороге, при вашей дороге. Беру колоду. Вот она у меня тут рядышком. Десятка жезлов. Десяточка жезлов. Кошечка, десяточка жезлов. Это сложности, это тяжесть, это нерешаемые вопросы. Это когда люди скидывают на вас то, что и сами могли сделать, а вы еще и доделываете. Это непонимание вас окружающими некоторыми. Что еще? Кто-то хочет заставить вас, сколько бы вам лет не было, заставить вас жить по своим правилам. Что, мол, вы неправильно делаете, неправильно мыслите в каких-то вопросах. Ух, как они заблуждаются. Но, да, есть такое. А по поводу кошки, кота, да? Полосатость идет. Больше как серая, белая, черная полосы. Серая, белая, черная. Есть такое, да, что и черная полоса в вашей жизни проходила, задела вас. Знаете, эта карта говорит, были в жизни сложности. И, возможно, даже еще кое-что будет не очень хорошее. Но вас какая-то энергия реально очень сильно бережет. Мужчина, король жезлов, жезловая масть и король жезлов. И тоже как жизнь вот такая, она полосатая. Такой король жезлов. Но это больше как ваши предки по мужской линии, по линии вашего отца, вашего папы. Да. Ваши предки по линии папы, они, знаете, такая вот энергия идет, были открытыми людьми, легко общались, свободными такими, да, вот по душе, душа свободная. Да, были свои правила, да, придерживались какой-то культуре.
какой-то своей, своеобразной культуре. Очень интересная энергия, очень. Так вот, они вас постоянно вытягивают из какой-то темной, вот этой черной полосы. Они рядышком. Знаете, я вижу даже вот тут кошек я взяла, да, колоду, но я вижу еще как вытягивают, наверное, как колесница, вот как лошади тянут. Они вас вытягивают, как лошади. Четверка жезлов. Твой дом, твоя крепость, твой дом, твое счастье. Девятка мечей слишком много, и тут девятка. Вот она. И здесь девятка. Они говорят, ты слишком много на себя берешь вот этих вот проблем. Вот она и происходит вот эта жизнь. То серая, то черная, то беленькая, наконец-то, да? И вот предки по мужской линии, ну, по линии вашего отца, вот еще раз уточню, да, по линии отца, они действительно, мы тебя вытаскиваем, ты не бойся идти. В твоем доме по четверке жезлов, вот она четверка и вот она четверка. Вот так вот выходит. В твоем доме скоро будет новшество, как рождение. Поэтому я и говорю, как будто бы вот из земли какой-то росточек пробивается, как из темноты выходишь. Из темноты. В твоем доме скоро будет ярко. У кого вот какое-то яркое действительно намечается событие? Будете дома, либо праздновать что-то. Может быть, каких-то людей ждете в дом к себе, да, просто посидеть, поговорить, либо там еще что-то. Может быть, покупка у кого-то вот была или будет, вот квартира, дом, может, снимать будете новенькое что-то, да, вот снять квартиру там или в доме где-то отдохнуть. Ну вот у кого как, у кого-то так, у кого-то по-другому, но по-любому карты говорят, вот эти предки, да, мы в дом несем хорошее известие, мы в дом несем рождение нового, мы в дом несем очищение. Вот так вот, вот недаром 3 полосатых котика выпали. Именно вот полосатенькие, не рыжие, не черные. Вот рыженькая — это больше как вы слишком много на себя берете. Вот будь спокойнее, открытая больше, да, к чему-то своему. У кого из вас котенок, кошка, котик дома? И вот может даже и полосатый. Он не просто так пришел в ваш дом. Это ваш талисман, это ваша защита. Это проводник вот этой энергии с небес, от вашего рода. Может быть рыженький, может быть другого цвета, может быть хотите завести, да, выбираете, он сам вам на глаза попадется. Вот именно тот, который должен быть в вашей жизни. Вот так вот вот. Рыженький голову очищает, бережет. Белый — это понимание. Черный, не бойтесь, когда черный кот дорогу переходит. Это наоборот на удачу и защиту от черных магических действий. Вот так вот вот. Полосатенький. Наверх вас тянет, ведет. Очень много хорошего. Слушайте, по вот этим картам однозначно ваши предки хотят вам сделать подарок. Однозначно. Они хотят вам сделать подарок. Знаете, вот как будто бы что-то на расстоянии вытянутой руки около вас лежит, как подсказка какая-то. Просто что-то на расстоянии вытянутой руки. Вот как будто ты поднимаешься, смотришь и видишь. Вам большая благодарность от них идет. Звездочка с небес, звезда, как звезда, благодарность, как медаль такая, вот что ты по 8 жезлов
ты столько всего уже прошла, и скоро-скоро, может, говорю, вот по 8 жезлов, может, прямо сейчас вы что-то для себя вот увидите, узнаете, не знаю, как подсказку расшифруете, да? Может быть, кто-то вот именно сейчас к вам позвонит, либо на днях, не позже, потому что 8 это быстрые новости, это интересные события. Какой-то человек несет что-то очень хорошее. Или сама энергия несет вам что-то очень хорошее, как подсказка, как будто вы выльете что-то, что уже испортило себя. Вот как будто вы уберете это. Знаете, что они еще говорят? Ты сильный человек. Ты действительно, это карта силы. Ты сильный человек. Ты многого добиваешься сама. Но здесь карты говорят, духи рода, да, предки, они просто хотят крикнуть даже. Все, достаточно от вас этого. Достаточно страданий, достаточно каких-то уроков, каких-то, может, кармических ситуаций прохождения, достаточно. 6 пентаклей. Хватит, да? Теперь ты будешь получать свое, наконец-то, то, что тебе предназначено. Твоей радости нет предела на будущее. Вот так эта карта говорит. Белая кошечка, вот как мудрец. Давайте я соберу вот этих. Дальше будем смотреть. Давайте тоже перетасую. Так что духи рода говорят, хватит, достаточно. Страданий и так много уже. Они будут делать вам подарок. Ждите подарок. Многие кармические уроки у вас уже пройдены. Карта мага, она говорит о том, что в ваших руках очень многое. Вы человек, который действительно умный. Вы можете располагать себя на какие-то новые достижения, к каким-то вот, знаете, к людям, да, вот расположение такое очень доброе идет. И в то же время люди видят в вас сильного человека, не слабого. Хотя кто-то из зависти может говорить, что ты слабак, ты там то-то и то-то, ну, плохое, да? Нет. Они видят вас настоящим сильным человеком. Кто-то за вас очень сильно переживает, что да, вы сильный, вот, потому что вот жизнь заставляет, да? Но они не понимают, даже и переживая, они не понимают, что это ваша судьба. Это хорошо. Это то, что дает вам силы и сделать толчок во что-то новенькое, хорошее, правильное. И то, что вас будет радовать. Вот так. Карта мага говорит, что у кого-то из вас есть даже магические способности. Есть вещи сны, кому-то снятся. У кого-то из вас есть способность, просто рукой подержали, и голова перестает болеть. Либо просто вот как на удивление хорошее исправление. Вот вы рядом, и у человека исправляется в лучшую сторону многое. У вас есть такие энергии. Или же, да, действительно, около вас есть эти энергии, которые посылаются через котенка. Но здесь я именно котят вижу. Собачки, птички, рыбки — это прекрасно, это ваше счастье, да, если оно такое есть у вас. Если у вас есть аллергия на котиков, значит, где-то рядом он проходит частенько. Вот какой-то полосатенький, вот такой полосатик. Ага. Вот, ну, может, пару полосочек, может, одна полосочка, но что-то выделяет его. Может быть, вы выходите и вот во дворе живет, поглядывая на вас. Вот есть в нем вот это, как проводник, как будто бы вот действительно поддержка, которую вы можете видеть, а не просто ощущать. Угу. Это прекрасно. Это значит 100%.
Предки с небес хотят подарок вам подарить. Угу. Вот. Вас нужно благодарить. Победа в вашу жизнь идет. Вас нужно благодарить, они говорят, за стойкость. Это вообще это что-то с чем-то, как говорится. Победа. Победа над болезнью, победа над непониманием, победа над временными трудностями. Вот она идет, эта победа. Вы встаете, вы действительно поднимаетесь. Новые дороги открываете себе. У кого-то из вас, кстати, будет очень неплохое предложение по поводу смены места работы, жительства, либо какое-то обучение будет. Будете чему-то новенькому учиться, либо усовершенствоваться, может, захотите. Да, вот такое тоже во благо будет. Вот такое. Что еще? Туз пентаклей, вот разговоры. И дорога, колесница, дорога. У вас какой-то важный этап в жизни завершился. Именно завершился важный этап. Для того, чтобы вот дороги новые начались. И уже больше белых будет. Однозначно. Даже давайте кошечкой спросим. Черная какая. Это карта пятерка кубков. Это когда вы уже поплакали, уже все, вы уже свои слезки по всем этим кубкам налили. Черная кошечка, как я сказала изначально, что она не приносит плохого. Наоборот, она очищает от каких-то магических действий. Да, я же до этого еще говорила. И на вопрос вот этой белой полосы именно черная кошка идет, как ответ. Полосатики — это как связь, да? А черная кошечка — это ответ, что белая полоса очищается. И вот я, говорит кошка, да, я тебе помогу. Но это опять же послание от предков. Вот теперь вот в этом образе, как ответ, это просто как ответ. Ничего себе. Но пятерка кубков — это слезки, которые вы уже пролили. Это, говорила, может быть, вы и не плачете никогда, там только в душе, но в душе тоже слезы, как мокро там, да, иногда по каким-то событиям, ситуациям. Ну и, может, и плачете, а может быть, даже каждый день получается, что вот опять не так, опять. И вот как-то уже вот есть такое, что действительно прослезиться хочется или поплакать. Но почему-то не от радости. А вот эта кошка говорит, ничего, если будешь плакать, то уже от радости. Черная кошка нет. Я изначально увидела. Изначально. Вот. Так что многие мысли, да, выкидываем из головы и берем только подходящие, хорошие, те, которые вас будут просто выталкивать из каких-то ограничений, боли, недосказанности своей или кто-то вам что-то недосказывает. Кстати, о тайнах тоже посмотрим в следующем раскладе. Там посмотрю, когда буду делать. Может, какие-то тайны есть за вашей спиной, что-то как-то недосказано, может быть. Вот. Это мир. Это благополучие, это радость большущая идет в вашу жизнь. Это карта мира. Это очень хороший знак. Очень. Так, что еще я здесь вижу? Поток финансовый неплохой. Так, можете нормализовать себе его, начиная уже даже сейчас. Какими-то своими интересными задумками. Да и вообще в ваши руки идет исполнение. Так. Так. Какие-то, знаете, по картам могу сказать, что какие-то уроки жизни вы прошли, да? Получается, что когда ты чего-то не понимаешь и думаешь, что все плохо, и почему, за что мне это,
да какой, почему я должна эти уроки проходить, но, видимо, из-за кого-то это иногда дается человеку в жизни, да, либо, да, действительно надо и самому что-то пройти, чтобы реально получить потом свое, то, что вот действительно всегда хотелось. Вот вы это прошли, вы эти уроки прошли уже. Вы, кстати, многое осознаете, вы многое понимаете, и вы готовы, вы уже сейчас готовы изменить свою жизнь. Вот если смотреть по любви, да, в вашей жизни, по четверке кубков, ну, кто-то из вас сейчас одинок, кто-то из вас как недопонимает мужчину, мужчина вас, может быть, да, ну, что-то есть такое. Но здесь в отношениях, вот в личной жизни, да, у вас присутствовала иллюзия какая-то, может быть, иллюзия обмана, потому что вы доверились слишком сильно, да, получилось, не очень хорошо. Может быть, есть какая-то была какая-то магия. Вот. Но скажу так, что со временем это стало становиться где-то невыносимым, но и в то же время многое на свои места. Знаете, вот манипуляции или какие-то там ссоры, ругань, наставления, как будто заставляли вас чего-то, того, что вы не хотите. Это не ваша жизнь, нет. В вашей жизни не может быть манипуляций, потому что вас в эту жизнь привели ангелы чистоты. Ангелы чистоты. И иногда, да, реально хочется заплакать, куда-то просто отвернуться от чего-то. Но карты говорят, нет, не надо, дороги для тебя открываются хорошие. И ваши предки с небес, да, они хотят сказать, жди свой подарок, мы тебе его дадим. Вот. Не знаю, может быть, это будет реально человек в подарок, ребенок, здоровье, новая дорога, перспективы по работе. Какой-то подарок, вот 1000000% он идет в вашу жизнь. Знаете, как будто бы какие-то флажки, как подсказочка. А что у вас вот на расстоянии вытянутой руки? Вот я вижу эту ситуацию, но как бы расклад общий, я не могу такие сильно уж мелочи замечать. Потому что общий расклад, я все сразу не увижу. Может, ручка вот лежит, да, ручка около вас. И как бы вот эту ручку возьмите, запишите, не знаю, свое имя на удачу, да. Может быть, это, опять же, котенок рядышком, может быть, книга какая-то. Книгу можете открыть, любую страничку и прочитать ответ на свой вопрос. Кстати, часто так делают люди. Прямо сейчас можете это сделать. Да. Вот. Как я вот достаю карту сейчас. О, 5 мечей. Выкидывай себя из обмана, если у тебя есть мысли, которые тревожат тебя, портят тебе жизнь, да? Выкидывай себя из этого обмана. Ты сам себя обманываешь. Твоя жизнь самая лучшая. И самая нормальная, самая правильная. Типа такого. И да, кстати, будет разговор с мужчиной. Мужчина, если смотрите, вот здесь вот в данном случае с женщиной у вас будет разговор. Вот, который поставит все точки над «и». И этот разговор, если он действительно вам нужен, он будет уже скоро. Возможно, это тоже будет как какой-то еще один подарочек, да, для того, чтобы в конце концов уже с чем-то решить, уже чтобы душа успокоилась. Вот. Что еще? Кстати, зачем вы себя изолировали от чего-то, от друзей, от каких-то от родственников даже, я здесь вижу, слушайте. И реально, как меч в этой. Да, и опять 9 выходит в скамеечке, да. И опять 9 выходит, и да, как идете и оглядываетесь, что там, как там, но все равно отворачиваетесь. Было такое, а знаете, карты говорят, вы что, чувствуете стыд или пытаетесь скрыть какие-то проблемы, может быть, чувствуете, ой, неправильно, ой, стыдно как-то. Либо такого нету, а вот
надо скрыть эту проблему, не хочу, чтобы все знали. Вот такое может быть. И улыбаетесь, да, в глаза людям, ощущая боль. Ну, такое. Что карты говорят? Знаете, те, кто причинил вам боль, тот, кто обворовал вашу жизнь, да, тот, кто, может быть, хотел украсть ваши драгоценные дни, да, даже в вашей жизни, они получат свою обраточку конкретно. А вам ни в коем случае не надо скрывать проблему. Если не хотите ее говорить, да и не говорите, но не думайте о том, что «Ой, а так и так и так». Нет, будьте проще. Да, карты так говорят. Это вот предки ангелы хотят вам передать это. Будьте попроще, я просто реально это вижу здесь. А если чувствуете стыд, да не надо. Не надо. У вас все хорошо. Серьезно. Сейчас очень сильно важно, ангелы говорят, сосредоточиться на себе. Потому что это время вот для чего-то интересного. Может быть, вам сейчас не хочется новых знакомств или же новых каких-то там шагов, да, а может быть и хочется, но по-любому у вас будет подарок, которому вы будете радоваться. Реально. Вам будет этот подарок. Королева Пентаклей. Пентакль в руки и с подарочком в свое счастье. Угу. Вот так. Ну, болезненный разрыв у вас был с каким-то императором тут. Мужчина, если вы смотрите, то это император вы. Да, потому что болезненный разрыв в вашей жизни был. У кого-то сильный, у кого-то чуть-чуть, но были неприятности, были. Что еще карты скажете? 10 кубков. Мужчина издалека хочет с вами увидеться. Ну, по-моему, это не ваш человек. Да, тут башня идет. Да, какой-то мужчина хочет с вами увидеться, но это не ваш человек. Хотите увидеться, поговорить, пожалуйста. Если нет, вообще откидываем это все, и у вас построение нового идет. В вашу жизнь идет любовь, и в вашу жизнь идет гармония. Даже сама с собой. Но в вашу жизнь реально идет любовь. Любовь красивая, любовь настоящая, когда она действительно принесет комфорт и уверенность. Уверенность. Сомнений не будет. Счастье идет в вашу жизнь. Знаете, вы не должны искать счастье. Ангелы с небес говорят, предки ваши, в людях или работе. Не должны. Может быть, когда-нибудь или когда-то вы, да, так и делаете или делали. Да, что мое счастье в работе или мое счастье с людьми рядом. А ангелы говорят, нет. Понимаете? Странно, да? Но нет. Разрушение. Вы не должны искать свое счастье вовне. В людях, в работе. Ваше состояние, ваше счастье зависит от того, что вы думаете сами о себе. Вот так. А люди и работа вам принесут просто радость. Просто радость, хорошую радость. Когда вы сами в себе будете уверены. Давайте укрепляйте эту уверенность. Реально укрепляйте. Знаете, что еще карты здесь, как видение такое вижу. Да, так и есть. Справедливость, чистота. И вот как книга, да? Как будто вам показывают вот эту книгу. Как делать, что делать. Тут чаша весов на справедливость, на правильность, чтобы выйти, чтобы действительно получить этот подарок с небес. Вот для жизни, для радости. Я этого почувствовала, увидела, и карта сразу же просто вот подтвердила.
напишите на, не знаю, это как на бумажке, в тетрадке. Ведите как будто бы вот малюсенький, редко, но малюсенький хотя бы дневник. Сегодня, например, да, вечерком садитесь, этот блокнотик маленький, допустим, тетрадочка там. Сегодня меня порадовало то-то, то-то, то. Пусть мелочь, какая-то бабочка пролетела. То-то, то-то, то-то. Все. Не пишите, что не порадовало. Не пишите, что вы хотите, допустим, завтра. Пока что не пишите. Если карты подскажут, я еще буду говорить, что вот в тот момент делать. А сейчас вот это сделайте. Угу. Что сегодня вас за весь день порадовало? И так каждый день хотя бы, ну не знаю, 5 дней. Вы не поверите, насколько вы станете уверенней в себе, и вы получите свой подарок. Потому что предки говорят, а у нас сильный род. Вот так вам предки говорят. У нас сильный род. Угу. 5 жезлов, предпобедное состояние, дороги открыты, и выходите, по 5 вы выходите из разбитого сердца, из боли. Королева кубков, королева, ну, такой вот воды такой, да, вот чистоты такой вот. Ага, да, как будто что-то отступает. Здесь подсказки хорошие в этом раскладе, действительно. Даже карты вот хотят сказать, вот тебе подсказали, что встань, оглянись, пройдись там, не садись там, где дует там или что-то еще, да. Это уже подсказка, как подарочек, но будут... Ждите, ждите еще подарок, можно так сказать, не подарочек, а подарок. Угу. По поводу вот этих хорошего, что произошло, тоже как подсказочка. Вы как будто в эту чашу вы собираете то, что надо, чтобы наполнить полностью и жить. И жить в гармонии. Так это ваша судьба. Она справедлива. Потому что вы справедливый человек. Эх, как вы не любите вот этой какой-то, знаете, чувствую здесь, не любите подхалимство, потому что в человеке читается, ну, читается это подхалимство. Как-то вроде так хорошо, да и улыбочка, и все, а на самом деле там внутри гадость. Не любите вы таких людей. Вот и по справедливости, по вот этой карте, вам идет очищение и идет хорошее, интересное приобретение. Вот такое. Так. Кстати, еще скажу здесь, сейчас я... Ну, обманы какие-то. Реально. Что-то такое здесь. Верховная жрица — это хорошая связь. 9 жезлов — выход из трудностей, когда что-то уже позади, и все-таки кошечки около вас бегают даже в этой колоде и прогоняют мышек, да, или крыс даже в этой колоде. Вот. В стабильность идете. Какие-то люди, которые... Какой-то обман откроется в вашей жизни. Обман какой-то. Угу. А еще напоследок я вот так еще скажу. Ну да, так и есть. Вот маг напоследок как бы выходит. Сейчас еще и котов посмотрю заново. Но здесь по этой карте, смотрите, ваша задача сейчас — это реально повышать уровень, свой уровень, через заботу о себе. Во-первых, то, что здесь уже карты подсказали, да, как переданное от ваших предков. И еще режим сна. Почему-то я вижу, как, знаете, как вот в этой книжке, как будто мне сейчас перед глазами страничка. Режим сна, ну, по магу медитация. Если вам нравится, как-то ты себя мысленно успокаиваешь. Ну, либо медитация — это через, опять же, этот блокнотик, где будешь хорошее записывать. И, конечно же, будет в голове укладываться, накладываться. И уже не плохое, 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 а хорошее, хорошее, хорошее. Угу. Вот.
И это питание, да, я сказала или не сказала, ну вот питание тоже мне идет, правильное питание какое-то, но не совсем уж правильное там, а что вам больше подходит, потому что кое-кто из вас, мне здесь как бы ангелы передают, что-то употребляет не то, что надо. Уж извините, это не для всех, кто смотрит это видео, но для кого-то это, видимо, важно, как послание с небес. Но смотрите, вот, будьте с этим аккуратны по поводу питания, напитков. Угу. Тоже очень-очень-очень важно. Ну и что еще напоследок уже тоже скажут нам котятки. Девятка пентаклей. Идешь в стабильность и очень хорошие события. С финансами, с благополучием, но девятка пентаклей напоследок. Смотрите, иногда паузы нужно сделать, как в раскладе я уже говорила в одном, да, что паузы иногда приходится делать, и иногда думаешь, что пауза это плохо. Нет, иногда нужно где-то сделать паузу. Но осознанно, сознательно, вот фиксируя свои успехи, да, ты из этих пауз легко будешь выходить, даже если что-то будет не так. Знаете, ваша голова, она очень мудрая. Вот так скажу, ваш мозг — это что-то с чем-то. Вот. Но чтобы намного вот больше и лучше, да, себе взять, вам нужно иногда действительно хотя бы на 12 секунд присесть, встать, пройтись, оглянуться, рассмотреть и сказать: я золото, я самый лучший человек, я там самый перспективный уже сейчас. В общем, то, что хотите для себя, то и говорите. Но это тоже очень... Это действительно сработает. Угу. Это действительно сработает. Король мечей говорит: действительно, у вас очень мудрые мысли. Такие интересные иногда, что люди, ну не знаю, они то ли боятся, то ли завидуют, что вы именно так говорите, именно так думаете. Или ущербными себя чувствуют. Не обращайте внимания, у вас действительно интересные мысли. Где-то кто-то сказки умеет рассказывать из вас, где-то, может, в правах, правилах понимаете или каким-то конкретным интересным делом занимаетесь. Ну, вот такой вы человек. Так что продолжайте в том же духе. Угу. Еще и повышайте себе уважение просто вот сам к себе, а к вам остальные подтянутся, которые еще больше вас уважать станут. Вот однозначно вот так хотят сказать ваши предки. Потому что они в себе тоже. Кто-то, может, сомневался, кто-то нет, но дух рода здесь по этому раскладу чувствую у вас сильный. На дне колоды опять же справедливость идет. Угу. Чаша весов срабатывает. И черная кошечка справедливости. Это вообще супер. Так что ждите подарков в свою жизнь. И вы действительно человек, с которого достаточно уже, да, этих страданий и чего-то еще не очень хорошего. И знаете что? Поблагодарите. Реально вот сейчас, после расклада этого, поблагодарите свой род за то, что он был, что он есть в вас, да, в образе вашем, и он будет продолжаться. Поблагодарите, что они рядышком даже с небес, и они всегда будут рядом и помогать. Угу. Все будет перестраиваться в этой жизни, у каждого свои ангелы. Но вот те, которые сейчас приходили, они беспокоятся. Они очень теплые, энергетические ангелы. Поблагодарите их. Можете просто сказать, можете даже вот соединившись комментарием в этом раскладе, да, просто вот они услышат.
Они и так услышат, но через вот эту энергию с расклада, через которую они хотели до вас вот достучаться, дозвониться, чтобы вы услышали, послушали, да. И вот в комментариях благодарю свой род, и они это почувствуют, они это услышат еще сильнее. Угу. Серьезно. Да будет так, все во благо, все хорошо. И даже лучше. И не забывайте, все это надо делать только на Ютубе. На других платформах меня нет, видео ворованное, поэтому смотрите, чтобы у вас еще там энергию, опять же, не украли вашу. Только на Ютубе пишите. Ну, на сегодня все. Вот такой сильный расклад. Очень сильная энергия. Все, да? Оставайтесь со мной, посмотрим еще, что там тайного за вашей спиной происходит, посмотрим еще, что будут карты говорить. Так что подписывайтесь, кто не подписался, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И на связи будем, да? Живите богато, счастливо, будьте здоровы, и чтобы у каждого был мир. Мир в жизни, мир над головой. Угу. Все, на связи, увидимся, услышимся. Всего доброго.